Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Роман Фат. Сегодня я хочу поговорить о важной и очень щепетильной, но крайне показательной теме. О том, почему в некоторых семьях рождаются дети только одного пола. Казалось бы, случайность, природа, генетика. Да, с позиции официальной науки это можно объяснить. Но если вы копнете глубже, то поймете, ни один ребенок не приходит в эту жизнь просто так. Все имеет смысл. Часто так бывает, что двое в семье хотят сына, а рождаются только дочки. Мужчина мечтает о наследнике. Женщина втайне тоже хочет родить сына. И для себя, и чтобы доказать партнеру, что она может. Проходят годы, а рождаются только девочки. Одна, вторая, третья. Сколько бы они ни пытались, как бы они ни планировали, результат один. Только дочери. Почему? С эзотерической точки зрения, рождение детей одного пола – это сигнал. Это не случайность, а прямое отражение внутренних процессов в семье. Когда рождаются исключительно девочки, это указывает на подавление женской энергии. И как ни странно, не только со стороны мужчины, но и со стороны самой женщины. Муж может быть авторитарным, эмоционально глухим, неспособным признавать ценности своей женщины. Часто в таких семьях звучат фразы: «Ты не можешь мне родить сына». «Ты не настоящая женщина, если не можешь дать мне наследника». «Вообще ты ни на что не способна». Такие слова ранят. Они впечатываются в тело женщины. И даже если она внешне это не показывает, внутри растет вина. Часто неполноценность, неуверенность, самоподавление. Женщина сама начинает верить, что в ней что-то не так. И тогда ее энергия, женская, мягкая, принимающая, творящая, сжимается, замирает, перестает течь. В ответ на это Вселенная как бы говорит: ты не уважаешь женскую энергию, ты ее не ценишь. Ну что ж, тогда я дам тебе урок. И у тебя будет еще одна девочка. Учитесь принимать, любить и ценить, а также заботиться о женщине в себе. Другой случай, когда рождаются исключительно мальчики, а женщина мечтает о дочке. Душа ее томится от нереализованного материнского тепла. Хочется заплести косички. Хочется тонкой душевной близости с девочкой. Но каждый раз рождаются сыновья. Почему? Это знак того, что у женщины внутренний конфликт с мужской энергией. Он может тянуться с детства. Травмы, связанные с отцом. Обиды на деда, который был злым. Бывший партнер, жестокость, предательство. Все это оставляет след. Она может и не осознавать этого. Может даже говорить: я давно все простила. Но энергетика говорит иначе. Душа не отпустила. И тогда по закону баланса ей посылаются мальчики один за другим. Чтобы научиться уважать мужское, доверять мужчинам, взаимодействовать с мужской энергией не из страха, а из силы. Каждый сын – это послание, это зеркало ее отношения к мужскому в жизни. Еще один важный момент. Бывает, что пара не может завести ребенка. Медицински все в порядке, но беременность не наступает. Или происходят один за другим выкидыши и замершие беременности. Это уже не просто про поле ребенка. Это сигнал о полной дисгармонии в поле семьи. Часто это кармическая завязка, долги прошлых жизней, сильнейшие внутренние обиды и неразрешенные конфликты. Иногда это родовое. Например, по роду были аборты, предательства, идущие через поколение. И душа ребенка не может воплотиться в таком пространстве. В таких случаях я настоятельно рекомендую проводить глубокую чистку от родовых программ, от кармических узлов, от чужеродных сущностей, от обетов, данных когда-то самим собой или предками. Помните, что все всегда можно изменить. И как только вы осознаете причины, меняете отношения, освобождаетесь от вины, обиды, страха, все начинает перестраиваться. Вот с чем я работаю в своей практике. Снятие негативных программ, как у женщин, так и у мужчин. Проработка образа будущего ребенка. Часто у родителей есть идеал. И если душа будущего ребенка не соответствует, она не может войти в это пространство. Разрешение родовых конфликтов, особенно между поколениями по полу. Глубокие чистки от родовых программ и узлов.
Если вы сейчас находитесь в процессе планирования ребенка или уже отчаялись и не понимаете, почему не получается, не сдавайтесь. Начните с небольшой практики. Возьмите лист бумаги и напишите честно. Какие у меня обиды на противоположный пол? Как я воспринимаю свою женственность или мужественность? Есть ли у меня страх не справиться? Чего я жду от ребенка? Или что он должен исправить в моей жизни? Пропишите все. Это уже начало исцеления. Ведь проблема не в теле, а в поле. А поле можно изменить. Пусть это видео станет для вас не просто информацией, а откровением. Возможно, вы узнали здесь себя. Возможно, кого-то из близких. Отнеситесь к этому не с болью, а с благодарностью. Потому что через такие темы, как рождение детей, Вселенная говорит с нами громче всего. Если вы чувствуете, что пришло время развернуть свою судьбу, я приглашаю вас на свою консультацию и личную работу. Мы проведем диагностику вашей проблемы, вашей ситуации. Выявим истинные причины ее возникновения и начнем работу по восстановлению и исправлению положения. Ссылка для записи на консультацию в описании к этому видео. А я желаю вам удачи. С вами был Роман Фат.